4 сентября 1913 года экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» закрыла последнее белое пятно на карте мира, обнаружив архипелаг «Северная Земля». Вот так буднично закончилась многовековая эпоха великих географических открытий. Однако гипотеза, выдвинутая в 2017 году научной группой в составе 11 геологов из Новой Зеландии, Австралии и с Новой Каледонии, заставила задуматься про изменение современных учебников по географии. Ученые полагают, что Зеландия удовлетворяет всем необходимым критериям, чтобы считаться затопленным континентом, а не микроконтинентом или континентальным фрагментом. В мире существует несколько традиций разделения земель на материки и части света. Число континентов в разных культурах численно может выражаться от 4 до 7. Модель 4 континентов можно представить из Антарктиды, Австралии, Объединенной Америки и Афро-Евразии. Модели же 6 или 7 континентов для нас более привычны, так как делят Америку на две части, северную и южную. Обособленно выделяют Африку, либо Европу и Азию по отдельности, либо Евразию целиком, как самый большой континент. Но вот о 8 континенте пока еще идут споры. В статье, опубликованной в журнале Геологического общества США, исследователи поясняют, что площадь Зеландии составляет 5 миллионов квадратных километров, что равняется примерно 2/3 площади соседней Австралии, которая считается континентом. Правда, 94% этой территории находятся под водой, а на поверхности видны лишь 2 крупных острова, составляющих Новую Зеландию. Архипелаг Новая Каледония, а также островки поменьше. На первый взгляд может показаться, что для континента только то, что торчит над водой, имеет значение. Однако ученые применяют совсем другой набор критериев, и всем им новый претендент соответствует. Возвышение над окружающей территорией, характерная геология, четко очерченные границы, поверхностный слой толще, чем у обычного морского дна. Исследовать Зеландию было всегда непросто. Ее долго искали и не сразу смогли найти. Первое настоящее доказательство существования Зеландии собрал шотландский натуралист сэр Джеймс Гектор, который исследовал острова у южного побережья Новой Зеландии в 1895 году. Изучив их геологию, он пришел к выводу, что Новая Зеландия является верхушкой горного хребта, который обрамляет большой континентальный массив, простирающийся далеко на юг и восток и погружен в воду. Когда-то Зеландия была частью древнего суперконтинента Гондвана, который образовался около 550 миллионов лет назад и объединил всю сушу в южном полушарии. А затем, около 105 миллионов лет назад, в ходе процесса, который мы еще полностью не понимаем, Зеландия начала удаляться. И вот 50 миллионов лет назад 8-й континент Земли, Зеландия, погрузился в океан и исчез. Сегодня человек может увидеть лишь крошечную часть этой Земли — Новую Зеландию. Геологи привели также доказательства сделанных выводов, спутниковые наблюдения, с помощью которых удалось выяснить, что на месте Зеландии находится материковая, а не океанская кора или вулканические породы. Любопытно, что вулканы 8-го материка имеют тот же состав магм, что и в соседних частях Антарктиды и Австралии. Еще одна тайна сокрыта в форме Зеландии. Если посмотреть на геологическую карту Новой Зеландии, можно заметить две вещи. Одна из них — Альпийский разлом, граница плит, которая проходит вдоль южного острова и является таким большим, что его можно увидеть из космоса. А во-вторых, форма Новой Зеландии, как и всего континента, странным образом согнута. Обоих разделяет надвое горизонтальная линия, где встречаются Тихоокеанская и Австралийская тектонические плиты. Кажется, будто кто-то взял нижнюю половину и скрутил ее, так что раньше непрерывные полоски скал свернулись почти под прямым углом. Простое объяснение этого заключается в том, что их деформировали движения тектонических плит, но как и когда это произошло, до сих пор непонятно. Вполне возможно, что учебники и пособия вскоре снова придется переписывать ради маленькой, на первый взгляд, Зеландии. Но не спешите бежать делиться этой новостью и писать письма в географическое общество. Ведь название 8-го континента есть еще пара претендентов.
хоть и в переносном смысле этого термина. Ученые-экологи провели подробный количественный анализ океанского пластикового мусора в одном из крупнейших мировых скоплений – Большом Тихоокеанском мусорном пятне. Результаты вычислений показали, что в мусорном пятне содержится примерно 80 тысяч тонн пластика, которые суммарно занимают площадь около 1,6 миллионов квадратных километров. Кроме общей массы пластика, в мусорном пятне ученые провели анализ его фракционного состава. Оказалось, что более 3/4 всех объектов в пятне имеют размер более 50 сантиметров, и практически наполовину пятно состоит из элементов рыболовных сетей. Гигантский мусорный остров неспешно дрейфует по замкнутой траектории в Тихом океане, на участке между 20-45 градусов северной широты и 130-160 градусов западной долготы. Конечно, он не твердый, его можно сравнить с супом, но, согласитесь, не очень хочется, чтобы именно это образование считалось 8-м континентом. А вот его антипод вполне может вызвать радость, когда узнаешь, какие цели в него заложены. Проект «8-й континент» — это плавучая станция, которая разработана для очистки океана от пластика и изучения его влияния на экосистему океана. Станция спроектирована таким образом, что она способна адаптироваться к экосистеме океана и получать от нее все необходимое, не нанося вреда. Проект словацкого дизайнера Ленки Петраковой получил архитектурную премию фонда Жака Ружери в сфере экологических и инновационных решений для морских пространств. Внешне 8-й континент напоминает гибрид кувшинки и осьминога. Несколько подобных цветкам зданий, установленных на платформах, похожих на щупальца. Щупальца будут собирать пластик и одновременно накапливать энергию приливов, которая затем будет использоваться для получения электричества. Затем пластик будет поступать в коллектор в центре здания, где будет происходить переработка. В лепестках, покрытых солнечными панелями, расположатся теплицы, опреснительные и очистные сооружения. Они же выполняют функцию парусов, позволяющих ветру направлять станцию. Объединять эту структуру должен образовательный и исследовательский центр, который будет собирать данные об океанических экосистемах. А рядом с ним построят жилой блок для ученых, работающих на станции. Станция будет выдерживать даже самые сильные штормы и при этом способна получать всю необходимую энергию от солнца и приливов. Очистка океанов от уже существующего мусора требует многих лет работы. Как минимум 8,3 миллиона тонн пластика попадают в океан ежегодно. Это приводит к образованию целых мусорных континентов, таких как Большое Тихоокеанское мусорное пятно. Пластик оказывается в желудках морских организмов, превращается в идеальную ловушку для рыб и птиц. С этим нужно бороться уже сегодня. Вот такой он наш океан. Даже в, казалось бы, развитом научно-техническом веке он способен озадачивать людей, давая пищу для размышлений. Конечно, называть мусорные кучи новым континентом никто не собирается, но то, что касается массивов земной коры, совсем другое дело. Ведь если та же Зеландия все-таки изменит свой геологический статус, это может привести к увеличению интереса к ней научного сообщества. И тогда, возможно, мы снова расширим наши знания о нашей родной планете. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!